Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Как вы уже в курсе, в конце сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил США в надежде убедить членов Конгресса и других американцев в необходимости выделения Украине дополнительных средств на войну с Россией. В этой связи американский журнал Time выпустил статью Саймона Шустера о положении дел в Украине, которая не в лучшем свете представляет президента Украины и его окружение. Статья стала резонансной в связи с нежеланием американских конгрессменов голосовать за выделение помощи Украине. Саймон Шустер пытается представить ситуацию упадка настроений в администрации президента Украины, неспособности Зеленского и его команды эффективно победить коррупцию. И таким образом Саймон Шустер пытается оправдать американских конгрессменов, не желающих оказывать Украине дополнительную финансовую и военную помощь. Сигнал, посланный Time, вполне может оказаться вирусным и повлиять на позицию в отношении Украины некоторых стран Европы, ранее безоговорочно ее, то есть Украину, поддержавших. В чем, собственно, в данном случае состоит суть проблемы? Обычно привлекательность Запада состояла и состоит в наличии эффективного экономического потенциала, с помощью которого он был способен решить любые проблемы, в том числе и проблему Украино-российской войны. Но сейчас этот потенциал не то чтобы уменьшился, но попал в руки людей, которые хотят его использовать не по его прямому назначению, а в качестве своеобразного, так сказать, музейного экспоната, то есть как фетиш. Конгрессмены-республиканцы желают давать не так, как это рекомендует новозаветный Мессия, то есть ничего не ожидая взамен, то есть так, чтобы левая рука не знала, что делает правая, а так, чтобы это была бизнес-инвестиция, приносящая реальный доход. Зеленский в данной ситуации решил со своей стороны тоже подыграть американскому прагматизму и послал Америке месседж: «Вы даете деньги, мы даем жизни», заявил украинский президент. После такого заявления в рамках украино-американской полемики остается ни много ни мало, как определить номинальную стоимость объекта инвестиций, то есть в конце концов ответить на вопрос, сколько же на текущий момент стоит жизнь украинского солдата и какова динамика этой стоимости в долларах. Конечно же, война – это не бизнес, и здесь стоит рассчитать силы. Но боль украинцев не сильно беспокоит тех, кого более заботят их собственные рубахи. Но не все в Украине так плохо, как это описывает Саймон. Вернее, плохо только наверху, а живой организм украинского народа до сих пор является той благодатной почвой, на которую все же может упасть скупое американское долларовое семя. Естественно, Зеленский выдохся. Естественно, ему уже не до шуток. Но тактику свою он пока менять не собирается. Пора бы. Обычная западная тактика состоит в поддержке народных усилий в деле решения своих международных проблем. И эти усилия обычно выглядят как революции. Но в данном случае мы имеем дело не с революцией, а с войной.
И наиболее эффективной стратегией и тактикой в этой войне является раскол армии и царства противника. Разделенное царство не устоит, так говорит новозаветный Мессия. Но что в данной ситуации генерирует Украина? Украина в данной ситуации генерирует геноцид своих русскоговорящих граждан и тем самым дает россиянам повод объединиться под кличем «Наших бьют». Если бы Украина не терроризировала своих русскоговорящих граждан, то простому россиянину было бы не вполне понятно, зачем убивать украинцев. А так, двусторонний геноцид русскоговорящих украинцев разгорается все больше и больше. И тот 61 миллиард, который требует от Конгресса Байден для Украины, при таких обстоятельствах может быть потрачен впустую. Каков же желаемый американским конгрессменам результат от вложенных в Украину денег? Этот результат должен иметь вид демократической Украины, где права и свободы ее граждан будут полностью защищены государством. Но вместо этого и мы с вами, и американцы видим только бесполезную гибель украинских солдат, бесполезную трату американских миллиардов и усиливающееся сплочение россиян в войне против Украины и против США. Господа украинцы, поймите в конце концов, что ваша принудительная украинизация играет против вас. Для того, чтобы победить, вам стоит пойти на ее прекращение и восстановить права русскоговорящих своих граждан. Ведь вы наверняка знаете, что среди последователей новозаветного Мессии нет ни эллина, ни иудея, а на так желаемых вами долларах написано «In God we trust», что значит «мы верим в Бога». Верите ли вы в Бога, господин Зеленский? Верите ли вы в Бога, господа американские конгрессмены? Надеюсь, что да. Позвольте и мне, в свою очередь, выразить уверенность в победе украинского народа над своими оккупантами и в торжестве свободы и демократии на всей территории Украины и для всех ее граждан.